Перелет рейсом United 237 из Сан-Диего в Вашингтон начинался как самый обычный. Пассажиры листали телефоны, смотрели фильмы, кто-то дремал. Никто не обращал внимания на молчаливого бородатого мужчину у окна в кресле 12А, в бейсболке, простых джинсах и поношенных тактических ботинках. Он выглядел как очередной бывший военный, возвращающийся домой. Его звали Майкл Карвер. Ему было 40 с небольшим, и 8 месяцев назад он завершил службу по медицинским причинам после тяжелого ранения на Ближнем Востоке. За плечами десятки операций, потери товарищей и годы жизни, о которых он предпочитал не вспоминать. Сейчас он летел в Пентагон на церемонию, которой не хотел и которую считал незаслуженной. Когда самолет шел на высоте около 10 километров над Аризоной, голос пилота неожиданно прервал привычный гул салона. Он сообщил, что лайнер сопровождают 2 истребителя F-35 в рамках стандартных мер безопасности и попросил сохранять спокойствие. Спокойствия не осталось. Пассажиры бросились к иллюминаторам, кто-то начал паниковать, кто-то снимать видео. Майкл лишь спокойно посмотрел в окно. Он сразу понял, это не учебное сопровождение. Через несколько минут на его зашифрованный телефон поступил звонок. На связи был подполковник Брэд Хейс с авиабазы Неллис. После короткой проверки личности голос пилота изменился. «Сэр, для нас честь сопровождать вас. Мы не знали, что вы на борту». Постепенно к 2 истребителям присоединились еще машины. Вскоре самолет летел в окружении целой группы боевых самолетов. В салоне стало тихо. Люди чувствовали, происходит нечто необычное. Информация начала распространяться. Кто-то нашел старые статьи, кто-то узнал позывной Майкла – Iron Fist. Пассажиры один за другим подходили к нему. Отставной морпех из Техаса, студент из Калифорнии, женщина, чей брат служил в Мосуле. Они не просили автографов, они говорили спасибо. Когда самолет вошел в воздушное пространство Вашингтона, сопровождение увеличилось. Истребители выстроились по обе стороны, а затем при снижении начали расходиться в символическом строю, воздушном салюте, которым обычно провожают павших. На этот раз в честь живого. После посадки лайнер встретили пожарные машины с водяной аркой, а вдоль рулежной дорожки стояли сотрудники аэропорта, отдавая честь. В салоне никто не спешил вставать, все ждали, пока Майкл пройдет к выходу. У гейта его ожидали военнослужащие разных родов войск. Среди них его бывшие сослуживцы и командиры. Он не искал этого признания и не стремился к нему, но в тот момент понял, некоторые поступки не исчезают вместе с формой. Спустя месяцы Майкл стоял уже в учебном классе базы Коронадо, обучая новое поколение бойцов. Он больше не воевал, но снова был нужен. И, возможно, именно это и значило – вернуться домой.